мною принято решение о проведении специальной военной операции. Какая жесть. Они в нашем... Третья больница Мариуполя. Всем привет! Это видео довольно необычного характера, потому что больше 2 месяцев назад в моей стране началась война. Россия напала на Украину, на страну, в которой я живу, на страну, в которой я родилась, на страну, которую я очень сильно люблю. Россия вторглась в суверенное государство. И для многих из нас эта война началась 24 февраля 2022 года, но на самом деле она началась еще в 2014 году, когда в Украине благодаря Майдану был государственный переворот, потому что то правительство, которое было, хотело в таможенный союз с Россией, а мы, граждане страны, хотели в Евросоюз. И в тот момент, когда был весь этот государственный переворот, Россия вторглась на территорию Автономной Республики Крым и оккупировала ее, и также вторглась в Донецк и Луганск. Я закрою комментарии к этому видео, потому что большинство моей аудитории из России, и я не хочу споров, и я не хочу, чтобы кто-то мне доказывал что-то, что это ДНР, что это ЛНР, что там бомбили украинские военные, потому что у меня есть друзья, которые выехали в то время с Донецка и с Луганска, и я знаю, что это все бомбили русские. В данном видео я хочу обратиться, наверное, к моей аудитории из России и попросить вас, если вы поддерживаете как-либо эту войну, если вы поддерживаете своего президента Путина, пожалуйста, ничего не пишите мне, просто отпишитесь от меня, от моего канала, потому что здесь для вас нет места. Если вы не знаете, кому верить, сомневаетесь, вы можете написать мне в Инстаграме или здесь в комментариях под каким-либо другим видео, и я расскажу вам правду обо всем, что происходит, потому что я нахожусь в Украине. Я не уехала за границу, и с первого дня войны я продолжаю быть здесь. Если вы не поддерживаете эту войну, я, конечно, говорю вам спасибо, но мне очень жаль, что россияне не выходят на митинги. Мне очень жаль, что россияне не могут ничего сделать, как они говорят, что они не могут этого сделать, потому что мы никогда, наверное, вас не поймем. Мы в Украине, сколько у нас было революций, сколько у нас было борьбы, и возможность есть всегда. Я понимаю, что русских бьют, сажают в тюрьму. Я понимаю. И я хочу, чтобы вы понимали, что мне очень тяжело искать хороших русских. Потому что моя семья, часть моей семьи, которая проживает в России, считают, что Путин лучший президент. Вторая часть моей семьи, которая проживает в России, считают, что мы нацисты, и мы сами виноваты в том, что происходит. Мои коллеги
в первые дни, когда я поддерживала всесторонние санкции против России, начали меня оскорблять, поудаляли меня из чатов, поблокировали меня везде. И это смешно, потому что когда им нужна была от меня какая-либо информация по работе, подсказки, помощь, они как бы ко мне обращались. А проявить понимание, почему я поддерживаю эти санкции, почему они нужны, видимо, ума не хватило. И мне сложно, на самом деле, искать хороших русских, потому что тот же Дудь, который вроде как хороший, но он неоднозначно высказывался насчет Украины, насчет Крыма. Тот же Навальный, которого Украина поддерживала, неоднозначно высказывался по поводу Крыма. Тот же Тиньков, да, который уехал из России, рассказывает, что он всесторонне желает победы Украине и все такое. Интернет помнит все. И есть такая прекрасная платформа, как Твиттер, где можно найти посты о том, что он считает Украину окраиной, и вообще это недострана. И, в общем, если вы хотите как-либо поддержать украинцев, я оставлю вам ссылки на благотворительные фонды, куда вы можете жертвовать деньги в помощь нашей армии. Если вы поддерживаете Россию, пожалуйста, отпишитесь, удалитесь и больше никогда не заглядывайте на мой канал. Вот. Я хочу также поделиться в этом видео тем, как я встретила эту войну, и тем, какие изменения произошли в моей жизни благодаря этой войне, и что будет дальше с моими соцсетями, с моим каналом, что происходит в моей работе, вот, и какой контент вы сможете увидеть дальше, потому что я понимаю, что на меня подписана часть фрилансеров, людей, которые работают с Инстаграмом, и я надеюсь, что будущие видео про фриланс в данном кризисе, да, в условиях войны вам помогут. Я встретила эту войну подготовленной, скажем так, потому что примерно с ноября месяца меня не покидало чувство, что она случится. Это дало мне возможность постоянно быть в курсе новостей, я постоянно их читала, за что на меня ругался Юра, мой муж, говорил, что я зря переживаю, что все будет в порядке. Я не совсем была согласна, потому что я была уверена, что что-то да случится. И благодаря тому, что я боялась этого, я собрала заранее вещи, документы, аптечку. И это позволило нам также успеть купить там термобелье, запасные средства гигиены и не спешить в момент, когда это все началось. Это все началось ночью, рано утром, 24 февраля. Мы в тот момент не спали, потому что у нас был довольно-таки сильно сбит режим, и мы ложились спать обычно под утро. И примерно где-то в 4, в полпятого я обновляла новости, как всегда, и увидела новость про то, что Путин объявил спецоперацию, войну. И сначала я не могла поверить, что это правда, но потом начали появляться сообщения в Фейсбуке о том, что люди слышат взрывы. Я позвонила родителям, они в Киеве живут на другом берегу от нас, и они сказали, что они ничего не слышали, но начали появляться в сети наши друзья, которые живут недалеко от них, и говорить, что да, взрывы. Мы продолжали обновлять новости и увидели, что действительно началась война и будут вводить военное положение. Мы позвонили родителям моего мужа для того, чтобы они забрали нас за город. И
Вот 24 февраля мы находимся здесь. Я была за все это время один раз дома, приезжала убрать в квартире, потому что мы все отключили, и, в общем, все продукты в холодильнике, все пропало. Нужно было привести это все в порядок, вынести мусор и как-то вообще проверить в целом, как там обстановка. Безумно хочется домой. Мы ждали вот сейчас, сегодня, 9 мая. Я записываю это видео. Мы все боялись, что в этот день случится что-то очень плохое, но я верю, что все будет хорошо. Благодаря своей удаленной работе и благодаря моим клиентам, которые меня очень сильно поддержали, которые перечисляли мне деньги наперед для того, чтобы у меня было за что жить. Я безумно им благодарна за это, за их поддержку, за их слова. В общем, благодаря моим клиентам я продолжаю работать беспрерывно по сей день, чему я несказанно, естественно, рада. И, конечно, я буду снимать видео для фрилансеров, как работать в данных условиях. И, вы знаете, эта война, она повлияла на восприятие жизни, ценности жизни, ценности семьи, ценности близких людей. Она заставляет не обращать внимания на то, кто что думает, кто что скажет. Хочется постоянно делать что-то новое, пробовать что-то новое, строить какие-то планы, мечты. И эта война заставила переосмыслить ценность нашей страны, силу наших людей и культуру. Примерно спустя месяц войны мы решили перейти на украинский язык. И хоть мои рабочие соцсети были на украинском языке, то теперь все мои соцсети будут на украинском языке. ТикТок частично я веду на английском. В Инстаграме я также буду совмещать украинский и английский. И YouTube-канал теперь будет на украинском языке. И я буду стараться добавлять английские субтитры для всех желающих, да, чтобы люди из разных стран могли посмотреть эти видео. Я не осуждаю никого, кто хочет продолжать говорить на русском, потому что мы живем в свободной стране, у нас есть право выбора, в отличие, конечно же, от России. Хотите как бы разговаривать, и в моем окружении есть люди, которые разговаривают на русском, но мы приняли для себя решение, что мы будем разговаривать на украинском, и мне это нравится. Вот. Мне уже достаточно непривычно разговаривать на русском языке, но это видео должно быть именно на русском, потому что я хочу как бы подготовить вас к тому, что я перейду на украинский на канале, и возможно, кто-то из моей аудитории, кто живет в России, сможет обратить внимание на правду, на то, что происходит, на то, что произошло в Буче, в Ирпене, в Гостомеле, на то, что происходит в Мариуполе, на то, что происходит в Херсоне, на все эти ужасы, которые принес нам русский мир. И я очень счастлива, что у меня есть крыша над головой, у меня есть еда, вода, что у меня есть работа. Вот, потому что я очень боялась, что мы все будем находиться в такой ситуации, как в Мариуполе, да, в Буче. И я еще раз повторюсь, если вы не верите в эти все вещи, то нам не о чем с вами разговаривать, потому что на этой войне у меня погиб одноклассник, безумно светлый человек. У моих хороших знакомых, да, у моих там одногруппников погибли близкие, родные люди, и я как бы не вижу смысла разговаривать о чем-то вообще с людьми, которые не верят в эту войну, не верят в то, что русская армия убивает, насилует, ворует. Я ненавижу Россию, честно вам скажу, ненавижу. Я никому не желаю зла, но я ненавижу эту страну. Я ненавижу людей, которые поддерживают эту войну, которые поддерживают Путина.
И я никогда больше, никогда не буду ни работать, ни ездить, ни вообще. Ну, я не хочу. Это просто небольшое сравнение. Даже немцы, фашисты, которым показывали то, что они натворили, они плакали от осознавания, что они наделали. А русские, когда им показывают, они смеются. Они обсуждают по телефону со своими женами, как они насилуют украинских женщин, как они убивают украинских детей и воруют одежду с мертвых людей, как они обворовывают квартиры, какие огромные посылки они отправляют с территории Белоруссии в Россию. И мы никогда не сможем понять русский народ, который не может отстаивать свои права. Мои мысли в данном видео могут быть слегка сумбурными. Просто сложно собрать все, что я чувствую, все, что я думаю, воедино. Тезисно: в Украине война. Если вы ее поддерживаете, нам не по пути. Пожалуйста, отпишитесь ото всех моих соцсетей, где бы вы не были на меня подписаны. Если вы чего-то не понимаете про происходящие события, вы можете написать мне, я вам помогу разобраться. Если вы хотите финансово поддержать нашу армию, я оставлю вам ссылки на официальные благотворительные фонды в описании к этому видео. И в ближайшее время, так как я нахожусь не дома и как бы особо условий для съемки видео у меня нет, я постараюсь как можно скорее собрать информацию и снять какие-то новые видео о том, как вы можете сейчас работать на фрилансе с Америкой, с Европой, на каких платформах, как там контактировать с клиентами. Вот. И также из-за того, что я с июня месяца работаю в основном с американцами, я подтянула хорошо свой английский, и я думаю, что вам было бы полезно видео о английском языке, об изучении, тем более, что сейчас для украинцев достаточно много сервисов и платформ дают либо же годовой бесплатный доступ, либо же там на 3 месяца. В общем, есть и, в принципе, бесплатные сервисы, на которых можно изучать английский, и я думаю, что эта информация была бы вам полезна. Вот. Поэтому, учитывая все условия, все события, я, конечно же, постараюсь записать их как можно быстрее, но прошу тоже вас меня понять, что на эти видео потребуется время в любом случае. Вот. Если вы из Украины, я надеюсь, что вы в порядке, что вы живы-здоровы, что все хорошо с вашей семьей. Вот, если вам нужна какая-либо помощь, вы тоже можете написать мне в Инстаграм, потому что я контактирую с некоторыми благотворительными организациями. У меня есть друзья, которые работают в благотворительных организациях, и, как бы, возможно, я смогу вам чем-то помочь. В целом, на этом все. Я безумно надеюсь, что все будет хорошо, и что наша победа уже близко. Я уверена в нашей победе. Я уверена в том, что правда, победа за правдой. И каждый ответственный за эту войну, за все эти смерти, за каждого убитого ребенка, за каждого убитого человека, за каждого убитого военного, все понесут ответственность. Вот. И я обнимаю каждого, кто находится сейчас в сложных условиях. Все буде Україна. И увидимся с вами в новых видео. Пока-пока.